что такое желчь, для чего она должна выделяться и какие проблемы возникают в случае, если она не выделяется у человека. Обычно сидячий образ жизни на протяжении дня, маленькое количество физических движений может приводить человека к тому, что у него появляется застой желчи. Также часто кетоновая диета, обезжиренная пища приводит к тому, что застои желчи происходят и желчь не отходит. Также маленькое количество сна, высокий холестерин, отсутствие физических упражнений, отсутствие горячей воды, сухомятка, это все приводит к тому, что желчь застаивается. Когда желчь застаивается, у человека появляются проблемы, связанные с образованием коллагена, увеличением кислотности желудочно-кишечного тракта. Как правило, это приводит к плохому запаху изо рта, к активному разрушению эмали зубов, появлению кариеса и так далее. И это все связано с желчью. Для того, чтобы активировать выделение желчи, человеку необходима горячая пища. На протяжении дня хотя бы горячая вода. В течение дня человек должен заниматься активными физическими упражнениями. В первой половине дня в обязательном порядке завтрак необходимо начинать с горячего бульона или горячего супа. Не холодное молоко, залитое в шарики непонятного происхождения из злаковых, эта еда не подходит человеку. Она с самого утра запирает выделение желчи и приводит к накоплению желчи в желчном пузыре. В дальнейшем это может спровоцировать к появлению хруста в суставах, к необразованию коллагена, к разрушению связок, к ухудшению деятельности всего опорно-двигательного аппарата, всего связующего звена. Часто женщины, которые начинают вести здоровый образ жизни, посмотрев любимого доктора Берга, начинают использовать кетоновую диету. Кетоновая диета, она плюс еще и обезжиренная диета. Отсутствие жиров, растительных и животных приводит к тому, что появляются в дальнейшем существенные проблемы. Это истончение кожи, ухудшение деятельности желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Это замедление работы печени как следствие ухудшения иммунитета, как следствие ухудшения половой функции и так далее. То есть это все приводит к ряду заболеваний. Именно поэтому в утреннее время начинайте с горячей пищи, начинайте с горячей воды, это минимально, а также для того, чтобы активировать все же выделение желчи на протяжении дня, если вы не хотите изменять свой образ жизни, то начинайте применять мои горечи, называется Амарун Дуйко, это горечи Дуйко. 1 чайная ложка на стакан воды, желательно теплой или горячей. Начинайте с этого утра. В случае, если вы будете начинать с овощного супа горячего, с кусочка там, хлеба с оливковым маслом, запивая это горячей водой, то желчь будет отходить. И как это проявится? В случае, если человек на протяжении дня 3 раза ест суп горячий, там, любой абсолютно, овощной, или куриный, или рисовый, или гречневый, какой там вы умеете готовить, или суп-пюре, но главное, чтобы он был горячий, то на протяжении 1 недели у вас уйдет асцит живота, уменьшится объем живота, уменьшится объем печени, улучшится общее пищеварение, улучшится общее состояние. Тонус живота снизится, метеоризм будет прекращаться. Наша поджелудочная железа очень любит специи в супе. Есть такие заболевания, которыми практически не болеют китайцы. Это связано с тем, что они применяют в большом количестве горячую пищу. Это горячая пища в виде лапши, которую они едят с бульоном, во Вьетнаме едят, во всей Азии, в Японии и так далее. И очень часто можно заметить, что эти люди отличаются от наших людей тем, что нет таких выдающихся больших вздутых животов, которые, как правило, наблюдаются у нас.
И это связано с тем, что мы переходим в сухомятку, переходим в режим кетоновый, стараемся вести, как нам кажется, правильный образ жизни. При этом у нас уменьшается активность, горечи мы не получаем и так далее.